Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы базируемся в городе Измаил, а это юг Украины, это юг Одесской области. И сегодня мы рассмотрим агрогороскоп со 2 по 4 включительно и 17 минут 5 августа 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Близнецы. Время, как всегда, московское. С помощью интернета можно определить время своей страны или своего региона. Итак, начнем. Начинается вот этот период убывающей Луны в знаке Близнецы 2 августа с 11 часов 47 минут. Ну, естественно, будет длиться до конца суток. 3 августа все 24 часа, а 4 августа тоже все 24 часа, но то время, которое нам подходит для различных работ, оно будет длиться до 22 часов 40 минут. Почему? Да потому что дальше будет Луна без курса с 22 часов 40 минут и до конца суток, и до 17 минут уже 5 августа, когда Луна перейдет в знак Рак. Будет спящая Луна, отдыхает перед переходом в следующий знак. Всегда у Луны есть время отдыха. Правда, оно разное, но оно есть. Итак, мы определили, с чего начинается время убывающей Луны в знаке Близнецы и когда оно заканчивается. А теперь рассмотрим все агроприемы, которые мы можем проводить в это время. Посевы. Всегда у нас на первом плане посевы. Ну вот, кроме листовых салатов, это убывающая Луна, сдерживать будет рост салатов, будет очень хорошая пышная листва. Вот эти семена можно сеять, семена листовых салатов и 2, и 3, и 4 августа. А вот с рассадой лучше даже цветочные растения не высаживать. Кроме того, что жаркое время, это убывающая Луна, да и Близнецы не покровительствуют рассадным растениям. Так что пока что эту работу переносим на другой день, а она уже будет очень близко. Через несколько дней можно будет высадить рассаду, даже тех же цветочных растений. Близнецы – это время стихии воздуха. Растения в это время заняты дыханием. В каждый период каждой стихии определенное задание у каждого органа растений. В данном случае все клеточки заняты дыханием. Поэтому поливы не проводятся в это время. И это опасно для корней. Даже если дождь пройдет, к сожалению, если дождик небольшой, то надо просыпать. И даже если это ливень, все равно старайтесь дать воздух корням, потому что проблемы начинаются именно с корней. Корни задыхаются, начинают нить, и растение постепенно гибнет. Хотя это уже, казалось бы, вторая половина сезона летнего, но нужно беречь наши растения. И садовые растения, это касается всех растений. Поэтому поливы в эти дни не рекомендуются, не поливайте. Ну а если нету поливов, то, естественно, подкормки также не делаем. Почему? Да потому что вместе с водичкой идет движение по листикам, по всем клеточкам растений с потоком воды, вот эти питательные вещества, которые мы даем в подкормке. Сейчас очень актуально по листьям, под корень можно, кстати, но это будет в другие дни. Сейчас мы не проводим подкормки ни под корень, ни по листьям. Нету поливов, нету подкормок. И это будет длиться со 2 по 4 включительно. А 5 там уже другой знак, и можно будет заняться и поливами, и подкормками. Делаем перерыв в этих работах. Комнатные цветы, цветоводы. Что вы можете делать? Вот сейчас можно провести зеленые операции на ваших цветочках. Где-то что-то лишнее обрезать, выровнять. Это хорошее время. Далее можно защищать растения от вредителей болезней, паутины, клещ, белокрылка. Ой, это уже сейчас очень много, так что будьте внимательны. Лучше профилактику проведите на ваших растениях.
Вот это две работы. Ну, естественно, нельзя ни поливать, ни подкармливать. Это касается и комнатных цветов. Сад. Идем в сад. Замечательное место сейчас, потому что созревают плоды, ягоды. В саду собираем урожай. И это знак стихии воздуха. Очень хорошо собирать и заготовки делать в это время из урожая садовых растений. Хорошо в это время уже проводить зеленые операции. Перед новолунием знак стихии воздуха, вот эти все обрезки, кстати, и санитарная обрезка, очень хорошо заживают рамки и быстро заживают. И растения не страдают, как это делалось при полнолунии. Близится новолуние, и очень хорошо эту агрооперацию проводить с садовыми растениями. С садом мы завершили дела, но вот зеленые операции для всех растений. Зеленые операции приветствуются в это время убывающая луна и на овощных, и на садовых, и на цветочных. Но на всех растениях, садовых и огородных, все можно везде обрезать. Зеленые операции приветствуются. Ну и напоминаю, что нужно все равно в любом случае должны быть чистые руки, и инструмент должен быть чистый. Это операция. Операция как на теле человека. Все должно быть чисто. Следующий вид работы, который покровительствует близнецы, это сбор урожая. Можно копать картошку, можно собирать лук, чеснок, там, где уже фасоль высохла. В общем, все, что у вас созрело и требует уже отправляться на, в разные места, где будет храниться, где в сарае, где еще в какое-то место, в ящички. Все это собирайте. Это хорошее время для того, чтобы подготовиться к зиме. Собирайте урожай, не оставляйте на потом, потому что погода меняется. Ну и заготовки на зиму, это связано тоже со сбором урожая. Хорошее время для сбора урожая, а значит хорошее время для заготовок. Что мы можем делать? Консервируем различные консервации, салаты, огурчики, помидорчики, компоты, джемы, варенье. Все консервируем, готовим. Часть сушим, то, что мы хотим высушить, замораживаем плоды, ягоды. Все это мы закрываем в разных видах на зиму. Заготовки на зиму актуальны вот эти 2 3 и 4 августа 2021 года. Еще одно очень важное дело, которое можно делать в эти дни, это сбор семян. Причем не только цветочных растений, так как близнецы покровительствуют цветам, но здесь очень хорошо собирать семена именно из разных, и цветочные из разных растений, и овощные, и декоративные, садовые, любые цветочные растения. Вот это время со 2 по 4 собирайте семена вот эти, со всех этих растений, которые вы уже подготовили, увидели самые лучшие. Это хорошее время как раз для этого дела. Ну и не забывайте о том, что нужно прополку на грядках делать, просапку грядок, и готовьте грядки к следующим посевам. Это могут быть посевы сидератов, зеленых культур, редиса. Где что будет расти, пожалуйста, готовьте грядки, чтобы они были готовы, и быстренько в последующие дни, там у нас уже и растущая луна после новолуния пойдет, можно будет еще досевы делать зеленых культур, редис и так далее. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик сегодня подготовили вот этот важный агрогороскоп со 2 по 4 августа 2021 года, когда Луна будет находиться в знаке Близнецы. Это убывающая Луна. И очень уже скоро, 8, совсем близко, 8 августа нас ждут события новолуния. Это и дни Гекаты, и само новолуние. Ну и, естественно, наш отдых и часть работ, которую мы можем выполнить в этот период. Прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале. Будьте здоровы, и здоровья вашим растениям, и вкусных заготовок на зиму.